Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Рыбы. Давайте посмотрим, что ожидает вас во второй половине месяца мая, от середины месяца и до конца, соответственно. Посмотрим, что же происходит у вас в вашей жизни. Я напоминаю, что расклад, который вы сейчас увидите, он общий, он не персональный, но надеюсь, что большинству из вас он подойдет и окажется полезным. Пишите в ваших комментариях, насколько это видео подходит вам, насколько оно сопоставимо с тем, что происходит в вашей жизни. Первая карта у вас восьмерка чаш. Вам что-то хочется оставить позади, возможно, что-то закончилось, что-то исчерпало себя, возможно, что-то получилось не совсем так, как вы ожидали, или что-то не приносит вам удовлетворения, не дарит радости, гармонии и покоя, и вы решили отвернуться от этого, то есть уйти, чтобы найти что-то, может быть, более хорошее, что-то больше вам подходящее и полезное для вас, то, что вы ищете, и это будет именно то, что вы ищете. Тройка пентаклей. Следующая карта, которая у вас есть, карта командной работы, совместной работы, объединение усилий в чем-то. Возможно, вы и еще один человек над чем-то работают, или какая-то небольшая группа людей, и вы в составе этой группы работаете над каким-то общим проектом. И, возможно, вы здесь пытаетесь с кем-то о чем-то договориться или пойти на какие-то компромиссы, переговоры, какие-то взаимные уступки. Каждый вносит свой вклад вот в этом процессе, да, свою идею или какие-то свои навыки в эту работу, работая вместе, чтобы достичь какой-то совместной цели. И, скорее всего, да, это дарит вам ощущение уверенности в том, что получится, да, что вы будете удачливы в этом своем стремлении. И дальше есть карта Иерофанта, это карта семьи, это карта традиций, исследования традициям, которая для вас очень важно будет. И, в принципе, эта карта Иерофанта, она говорит еще и о вере, по сути, потому что иерофант изображается часто в виде священника, в виде папы, да, священника. В целом это карта традиционного пути, по которому вы идете, возможно, стараясь подчиняться правилам или подчиняться каким-то моральным устоям или традициям, которые у вас приняты здесь. И, да, возможно, здесь для вас это будет чем-то важным, значимым, таким фундаментальным именно во второй половине месяца мая. И тут же у вас еще и карта мир, то есть ваша направленность, основные усилия вы направляете на завершение какого-то цикла. Опять-таки, потому что вы что-то оставляете позади, чтобы идти по новому пути, который принесет вам больше удовлетворения, который принесет вам больше результата. Вам хочется что-то завершить, что вам, возможно, не совсем подходит, что вам не нравится. И вы уже прошли множество различных этапов и завершаете сейчас один цикл для того, чтобы начать новый. Возможно, для вас это завершение цикла будет сопровождаться чувством выполненного долга, да еще и с тройкой пентаклей, да, возможно, вы чувствуете, что вы выполнили все, что могли в этой командной работе, в каком-то проекте, возможно, в котором вы участвовали, и поэтому вы переходите к следующему важному этапу, потому что знаете, что больше вы здесь уже ничего сделать не можете, соответственно, да, поэтому считаете, что больше ваши усилия, старания пригодятся в каком-то другом, возможно, направлении. Давайте подумаем, что здесь еще в целом может быть у вас. Давайте посмотрим, что с картой мир рядышком у нас есть верховная жрица, следование инстинктам, следование интуиции. Она показывает вашу связь с вашим подсознанием. Она как будто бы, да, чаще обозначает все-таки интуицию, чувство вот этого внутреннего ощущения, которое у вас должно здесь присутствовать, на которое вы очень сильно будете ориентироваться. И, может быть, вам будут сняться каких-то повторяющиеся сны здесь или какие-то сны на одну тему. То есть как-то вам интуиция будет подсказывать, как лучше поступить или как удержать вас на том пути, правильном пути для вас, чтобы вы двигались в нужном для вас направлении. То есть вам нужно обращать внимание на какие-то знаки, на какие-то, опять-таки, сны для вас здесь, потому что вам нужно больше наблюдать, больше слушать, больше замечать, о чем говорят окружающие люди, потому что вы, когда слишком заняты своими мыслями или делами, вы можете это пропускать, а в этот период вам нужно больше обращать внимание на эти вещи.
в целом, да, прислушиваться к себе максимально, к своей интуиции, прислушиваться здесь в этот период времени. Да, и в целом вместе с картой принцессы или пажа жезлов быть более восприимчивыми, как будто бы более юными, да, в своем восприятии всей информации, которая к вам поступает. Давайте посмотрим дальше. Тут же у нас есть еще и туз жезлов вместе с семеркой жезлов. И в целом можно говорить о том, что туз жезлов — это новое начало, это искра какой-то идеи, может быть, которую вы хотите раздуть в что-то глобальное, какой-то импульс, который у вас здесь появляется. И здесь же вместе с тузом жезлов, с тем, что завершается один этап и начинается новый, и начинается он с этого туза жезлов, то да, возможно, вы чувствуете необходимость обосновать какие-то причины своего ухода, и способ, которым вы это делаете, знаете, как будто карта агрессивная, да, семерка жезлов. То есть как будто бы она такая защитная, агрессивная. Но вы не хотите слишком многое объяснять. Вы непреклонны в своей позиции. Вам как будто бы нужно соблюдать здесь свои границы. То есть если вы решили что-то завершить и начать для себя нечто новое, нужно твердо стоять на своем. Нужно отстаивать свою позицию, свое мнение и не соглашаться ни на что другое. Так, я хочу по порядку. Здесь одна карта, да, у нас, да, десятка кубков. Карта туза, еще один туз, обратите внимание у вас, да, еще один туз, сила. И карта принц пентаклей или рыцарь пентаклей. Ну вот в целом, да, еще один туз, который у вас есть. У вас есть туз жезлов, который символизирует начало чего-то нового, но также он несет в себе силу огня, которая является такой творческой, вдохновляющей, волнующей. Да, и тут же туз пентаклей, энергия Земли, которая более практичная, находчивая, представляет собой традиционный символ какой-то новой работы, нового проекта после завершения старого проекта или переезд, смены места жительства. То есть сочетание вот таких вот карт у вас есть. И, может быть, знаете, здесь кто-то получает определенную сумму денег или ресурсы, которые необходимы для того, чтобы запустить какой-то новый проект, как какой-то стартап начать, да. А учитывая еще и собственно, да, десятку кубков, которая здесь у вас есть, возможно, это касается дома, гармонии, семьи. И здесь вот все кусочки пазла становятся на свои места, и чувство, что вы в окружении любимых людей, в окружении друзей, в окружении семьи, что они вас поддерживают по тройке пентаклей. Несмотря на то, там, какой этот новый проект, да, но вы чувствуете и получаете поддержку от близких. Тут еще и иерофант, как поддержка семьи. А здесь есть такая серьезная поддержка того сообщества, в котором вы находитесь. Они вас поощряют, поддерживают, они позволяют вам двигаться в этом одном направлении, которое для вас важно, в этом новом пути, новом начале, которое для вас здесь важно и актуально. И да, у вас это приободряет и дарит еще больше чувство уверенности в себе. Здесь есть карта сила, которая показывает ваш такой эмоциональный подъем и уверенность в своих возможностях, понимание, что сохраняя концентрацию и следуя к своей цели шаг за шагом, потому что рыцарь пентаклей, он такой неспешный, то есть сосредоточившись в одном направлении, идя этим определенным путем, вы придете к своей цели. То есть добиться успеха там, где кто-то терпит неудачу, где кто-то в панике не может справиться с ситуацией, но вы постепенно, поступательно выходите из какого-то затруднительного положения, осуществляете свой план, да, потому что вы не сбиваетесь со своего пути, вы не отвлекаетесь, вы не торопитесь, вы очень внимательно, осторожны во всех вопросах, да, внимательны к деталям. И как раз это позволяет вам идти к своей цели, не теряться, быть такими трудолюбивыми, настойчивыми, добиваться того, чего вы хотите. Скорее всего, вы так и добиваетесь, да, поставленных целей. Вы извлекли какие-то уроки уже из прошлого и двигаетесь по этому новому пути. То есть достаточно хороший у вас расклад здесь, хорошие карты у вас выпали. В целом, если говорить о, знаете, какой-то самоотдаче, да, и первых шагах, которые вы делаете, то это очень хорошая основа, которую вы закладываете здесь. Тут же шестерка пентаклей есть еще один туз, смотрите.
Еще один туз есть. Есть еще паж пентаклей. Ну, давайте на этом остановимся. То есть в целом, да, вы используете какие-то хорошие возможности для вас, и вы достаточно решительны. Вы честны, вы за прозрачность в своих действиях, вы за умение четко и ясно доносить свои мысли. И это для вас будет очень важным. Плюс вы устанавливаете свои границы тоже очень четко. И не позволяете кому-то сбивать вас с пути. И, ну вот знаете, как будто бы здесь по шестерке пентаклей такая есть честная коммуникация, есть умение отдавать и получать вот этого взаимного обмена. Ну, то есть вы занимаетесь какими-то практическими делами скорее, да, занимаетесь какой-то практической работой. И, может быть, находитесь вот прямо на начальных этапах какой-то работы, потому что очень много тузов. То есть могут быть какие-то переговоры, какие-то сообщения, когда вы пытаетесь донести, опять-таки, свою точку зрения, свое отношение по какому-то вопросу. И здесь есть справедливый обмен с этой шестеркой пентаклей. То есть это обмен между дарением и получением. А может быть, вы раньше больше отдавали, а сейчас вы можете что-то получать. Может быть, вы раньше, наоборот, брали больше, сейчас время отдавать. То есть здесь какая-то должна быть гармония в этом отношении. И у вас есть, возможно, здесь шанс кому-то предложить свою помощь также, потому что это тоже карта сотрудничества. Может быть, помощь кому-то из ваших близких, если этот человек нуждается в этой помощи или в этой поддержке. Но в любом случае достаточно хорошая карта у вас здесь, рыбки, выпадают, с чем я вас поздравляю. Желаю вам всем всего самого хорошего в ближайшем будущем, да, то есть ближайшие несколько недель мая. Подписывайтесь на мой YouTube канал, пишите ваши отзывы, комментарии, насколько вам это видео подошло, насколько оно оказалось полезным. Буду ждать ваших сообщений. До скорого!